Сегодня мы решили связаться с женщиной, которая покончила жизнь самоубийством на могиле мужчины, которого очень сильно любила. Она пришла на его могилу и застрелилась, написав предсмертную записку. Если финка будет воткнута после выстрела в могилу, значит даже тогда я не жалела. Галина, ответьте, о чем вы думали? Канал Табу Искатели Паранормального представляет. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Табу Искатели Паранормального. И сегодня мы будем призывать духа женщины, которая покончила жизнь самоубийством. Мы зажгли 4 свечи напротив зеркала. Говорят, что в отражении зеркала на фоне света свечи можно увидеть призрака. Мы это сделали специально. Возможно, если вы приглядитесь, возможно, мы что-то увидим в этом отражении, если будет какая-то прям очень сильная активность. Мы связываемся с потусторонним миром с помощью вандербокса, вы его сейчас видите на экране. С помощью этого прибора мы связываемся с загробным миром. Сегодня мы решили связаться с женщиной, которая покончила жизнь самоубийством на могиле мужчины, которого очень сильно любила. И ее звали Галина Бенеславская. А того самого мужчину звали Сергей Александрович Есенин. Все помнят эту историю, когда спустя год после смерти Сергея Есенина она пришла на его могилу и застрелилась, написав предсмертную записку. Днем 3 декабря 1926 года на безлюдном Ваганьковском кладбище в Москве около могилы выдающегося поэта Сергея Есенина стояла молодая женщина. Год назад в ленинградской гостинице «Англитер» трагически оборвалась жизнь 30-летнего поэта, а похоронили его здесь. Она на похоронах не была. Женщина нервно курила папиросу за папиросой. И тут, наконец-то, она решилась. Достала листок бумаги быстро, чтобы не раздумывать, набросала несколько строк. Самоубилась. Здесь. Хотя и знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему, и мне это будет все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое. Поэтому напоследок наплевать на Сосновского и общественное мнение, которое у Сосновского на поводу. Еще некоторое время она стояла, не шелохнувшись. Потом на коробке от папирос написала: «Если финка будет воткнута после выстрела в могилу, значит даже тогда я не жалела. Если жаль, заброшу ее далеко». Женщина достала пистолет. Она почему-то считала, что после выстрела в область сердца будет в сознании и сможет в последнюю смертную минуту еще раз доказать свою неземную любовь к Сергею Есенину. А через некоторое время она на коробке папирос смогла кое-как дописать: «Одна осечка». Мы видим на записке, самая нижняя строчка написана «одна осечка». И она написана довольно-таки уже, видимо, дрожащей рукой. Слово «осечка» заходит на слово «заброшу». Это говорит о том, что человек уже умирал. В Москве потом будут говорить, что осечек было несколько. Зато последовавший выстрел оказался точным. Женщина упала без сознания. Пистолет и финка выпали из ее рук. Вот такая вот, ребятки, печальная история. Сейчас мы все выясним. Сегодня Насте пришла такая идея записать с ней серию ГФ, потому что вот действительно хочется узнать, что она чувствовала, какие у нее были эмоции и все такое. Мы подготовили вопросы, сейчас мы их зададим. И да, хочется напомнить, подписывайтесь обязательно на наш канал в Яндекс.Дзен. Там серии выходят на день или на несколько дней раньше, чем обычно. А еще, если вам нужна какая-то магическая помощь, расклад на любую ситуацию в вашей жизни или помощь в чем-либо, вы можете обратиться к Насте по ссылочке в описании, которую я оставлю самой первой. Описав свою проблему, вы можете к ней обратиться, и она вам поможет. Так что, друзья, подписывайтесь обязательно по всем ссылочкам, а мы начинаем. Мы хотим связаться с загробным миром, мы хотим связаться с миром мертвых. Нам могут помочь отыскать Галину Бенеславскую.
Мне показалось, я могу ее отыскать. Вы можете нам помочь ее отыскать? Сложно уже. Но это возможно? Скажите нам, пожалуйста. Галина Бенеславская, вы любили Сергея Есенина? Да, очень. Да, очень. Да, я тоже услышала этот ответ. Прям четко. Ну, второстепенного вопроса тут никакого, поэтому поехали дальше. Как Сергей Есенин относился к вам? Тишина. Вдох. Вот так вот. Как к вам относился Сергей Есенин? Она не хочет отвечать, да? Вы не хотите нам отвечать? Она не хочет нам отвечать на этот вопрос. Ну, мне кажется, это что-то личное, даже на том свете осталось для нее, поэтому она не отвечает. Ну, давай дальше. Вы правда любили Сергея Есенина? Сильно. Да. Галина Бенеславская, мы вас просим, если у вас есть возможность, вы можете показать себя в зеркале, пока горят свечи. Мы надеемся, что они будут гореть на протяжении всего сеанса, но они могут сгореть. И у вас, пока они горят, есть возможность показать свое лицо. Обязательно это сделайте, если вы сможете. Поехали дальше. Что вы чувствовали в тот момент, когда Сергей Есенин женился на Дункан? Сережа? Мой Сережа. Мой... Я услышала Сережа, но мой не слышала. Что-то вот так мой Сережа, так знаешь, грустно так. Угу. Но она очень переживала, когда узнала об этом. Вы переживали, да? Галина, вы переживали, да? Вот Есенин, он всегда говорил, вот меня окружают люди, да, но я чувствую вот один себя, одиноким. Он был одиноким, несмотря на то, что у него были жены, были друзья, но он все равно себя чувствовал одиноко. Может быть, этот ответ как-то связан с тем, что он говорил. Вы восхищались творчеством Сергея Есенина? Есенин, вот так. Вы восхищались творчеством Сергея Александровича Есенина? Не знаю. Ну, вам нравились его стихи? Да. Это правда, что вы поругались с Есениным накануне его гибели? Нет, вот так. Не было, да? Вы не ругались с ним, да, в день его гибели? Накануне его гибели?
вдох какой-то. Ну, я знаю, что на похороны его она не пришла. Мгм. Ну, давай дальше. Так. Когда вы узнали о смерти Есенина, какие у вас были эмоции? Скажите, пожалуйста, какие были у вас эмоции? Мысли? Галина, о чем вы думали? Галина, о чем вы думали в тот день? Ничего. Ничего. Человек, понимаешь, она до сих пор в этих эмоциях. Вот эти депрессивные эмоции, вот ничего, не Душа, хочу она ничего. потеряна. Даже на том свете, получается. Она потеряна до сих пор. Уже сколько лет прошло. Обалдеть можно. Просто, если честно, это такой... У меня, если честно, мурашки по коже от этого сеанса. Прям чувствуется вот эта вот энергетика невероятная. Вот это вот просто жутко темная какая-то. Кстати, ребятки, вот эта кукла, которая стоит, она неспроста мы ее поставили. Она усиливает связь с загробным миром. Мы это поняли со временем. Галина Артуровна Бенеславская, почему вы не пришли на похороны Сергея Есенина? Не понял немножко. Скажите еще раз, пожалуйста. Плохо. Вам плохо было в тот день, вы не пришли поэтому? Она настолько ей тяжело было, что она просто не смогла прийти на его похороны, она не могла видеть его там. Для нее это был удар очень сильно. Ну давай дальше. Галина Артуровна, о чем вы думали на протяжении года после его смерти? Непонятно. Ответьте, пожалуйста, нам, Галина. Галина, ответьте, о чем вы думали? Мне плохо очень. Она весь год думала о нем. Вы решили покончить с собой. Почему? Вы любили Есенина? Люблю. Люблю. До сих пор? Ребятки, может быть, вы подумаете, что вопросы странные мы задаем такой, потом такой. Мы просто их составили На основе... заранее. Мы составили не то, что заранее, мы составили на основе того, вообще на основе исторических каких-то фактов. Поэтому такие вопросы у нас. Да, но уже понятно, что она его очень любила. А какие у вас были эмоции ежедневные? Вы каждый день думали о Сергее Есенине? Вы застрелились на его могиле. Что вы чувствовали в этот момент? Вы жалели о том, что застрелились? По-моему, не очень. То есть после смерти Есенина ваша жизнь, так скажем, тоже закончилась.
Ответьте нам. Странно что-то. Когда вы пришли на могилу, о чем вы думали? Ответьте нам. Просто вдох какой-то и все. Я предполагаю, что ей до сих пор тяжело, даже на том Она, свете. наверное, неупокоенная. Получается, да. Потому что она, во-первых, она умерла раньше своего срока, во-вторых, она умерла не своей смертью. В-третьих, в таких эмоциях. Да. Давай дальше. Что было у вас на душе в этот момент? Нервоз. Нервоз. Вы нервничали, правильно? Вы очень нервничали. Это все ответ. Ну, помнишь, мы читали, что она лечилась в свое время от чего? От невроза, да? По-моему... да. Она отлечилась от Да, невроза. да. И сейчас был ответ невроз. Да, кстати говоря. Но не на фоне переживания это все было. Угу. Так. Когда вы произвели выстрел, вы не пожалели об этом в первые секунды? Ответьте, Галина. Нет ответа. Мы с ним. В предсмертной записке вы написали, что вам и Сергею Есенину уже будет все равно, что о вас подумают люди. Вы не пожалели об этом? Так, ладно, давай дальше. Когда ваша душа отделилась от тела, вы увидели себя со стороны? Галина, ответьте нам. Мужской голос был сейчас. Галина, вы видели себя со стороны, когда ваша душа отделилась? Был ли рядом Сергей Есенин в этот момент? Когда вы отделились от тела, Есенин был рядом? Мужской голос вот так сказал. Стоял. Серьезно? Прям четко. Это Сергей Александрович сейчас нам отвечает, мужской голос. Сережа. Сережа, вот так вот четко прям было.
Если он был рядом в тот момент, то что он вам сказал? Вы видели нас, когда мы приезжали на вашу могилу? Близко. Да, мы близко подходили к вашей могиле. Вы нас видели? Вы не злитесь. Вы не злитесь? Да. Это вопрос или ответ? Нет, или что? это вот так. Вы не злитесь. Вот так. Галина Артуровна, хотели бы вы что-то передать этому миру? Нет. Смотри, в 2025 году обещают рассекретить документы Сергея Есенина. Случится ли это? Да, Галина, скажите нам, случится ли это? Рассекретят ли документы о смерти Сергея Есенина в 2025 году? Тише. Скажите, рассекретят ли документы? Нет. Мы зададим последний вопрос. Ваша душа находится сейчас в этом мире? Угу. То есть вы не упокоены, правильно? Мы мертвые. Галина, спасибо вам за общение. Мы вас отпускаем. Простите, если потревожили. Итак, друзья, вот такая вот трогательная серия у нас сегодня получилась. Действительно, каждый сеанс по-своему трогателен, по-своему интересен. Но вот этот сеанс... Затронул душу, скажем так. Да, то есть чувствуется боль человека до сих пор, уже даже после смерти, уже сколько лет прошло. И чувствуется вот эта боль невероятная. Пожелаем Галине выбраться из, так скажем, плена вот этого, куда попадают суицидники, и обрести все-таки покой. Также, друзья, мы напоминаем вам, чтобы вы подписывались по всем ссылочкам в описании и ждите новые ролики. Всем пока.